Приветствую вас на канале Сад и Огород своими руками. В этом видео я хочу показать вам разницу между одними и теми же томатами, выращиваемыми из одной и той же рассады, но совершенно в разных условиях. Я попросился к нашей соседке, которой мы давали несколько кустов рассады томатов, показать, как обстоят дела с рассадой у нее, точнее со взрослыми помидорами, а потом пройдем к нам в теплицу и посмотрим у нас. Когда-то я уже такое видео делал, но сегодня хочу остановиться именно на томате Карнабел. Это гибрид, мы его впервые выращиваем. Смотрите, за что он мне понравился: за вот такую необычную форму плода. И что интересно, вот при выращивании в открытом грунте, при неправильной формировке, а здесь сформировано на 5-8 стеблей, я устал считать, сколько стеблей здесь, то есть пасынки не были своевременно удалены, и вот такое происходит. Тонкостебельность, мелколистность наблюдается, это свидетельствует о нехватке своевременного внесения азотных удобрений, фосфорных, калийных. И вот из-за того, что не хватает, при небольшой плодовой нагрузке растение начало уже давать плодам команду на покраснение. Плоды еще не увеличенные до сортового размера, но из-за выращивания в стрессовых условиях. А какие это стрессовые условия? Это холодные ночи, это иногда недостаток влаги, это недостаток питания. Вот маленькие плоды начинают уже краснеть. Вот эти плоды тоже маловаты, но они еще не краснеют. Но достаточно неплохое количество заложенных плодов, друзья. Однако же, ну смотрите, какие они маленькие. И тоже есть риск, что они начнут краснеть раньше. Много цветочков посброшено. Вот эти кисти, они полностью не завязаны. Это еще одно свидетельство о нехватке существенном своевременного внесения питания. Ну, какой-то урожай будет, понятное дело, не такой высокий, но он будет. Давайте теперь пройдем к нам. Теплица стоит, вон она, рядышком. Вот так, если я подниму. И мы прямо сейчас туда пройдем. И посмотрим уже та же рассада. Ну, растения выращены из той же рассады. Я хочу такие видео специально публиковать на канале. Для чего? Для того, чтобы наглядно показывать и сравнивать. Вот посмотрите на перец, да? Вот не находите, что Карнабел весьма похож на перчину? Вот, на мой взгляд, один в один. Ну, весьма. Так вот, когда наглядно это все показывается, я думаю, это сподвигает людей более тщательно принимать участие в выращивании растений. Розовоплодные Молдова, посмотрим за них попозже немножко, когда они начнут розоветь уже, показывать, так сказать, ну, хотя уже есть плоды розовые, очень вкусные, очень хорошие, высокорослые плоды, урожайные, кстати. И обратите внимание, друзья, Молдова, нет даже предпосылок, чтобы здесь какие-то трещины появлялись, то есть это важно для розовоплодных. Но давайте все-таки пройдем к Карнабелу. Мы выращиваем их два куста. Вот они кусты, вот отсюда начиная и заканчивая, ну, высокие. И вот такие плоды, друзья, плоды, ну, я думаю, что посмотрев, так и виртуально сравнив то, что мы с вами сейчас только что наблюдали, ну, в 2 раза, а может быть и в 3 раза крупнее условия выращивания, теплица, а в теплице, понятное дело, не столько много стрессов. Тут все-таки температура более ровная. В ночное время здесь нет таких похолоданий. Вот такие кисти навязанные. Та же самая рассада. Вот такое наглядное, наглядное сравнение по тому, как влияет. Ох, листья у них, конечно, интересные такие. Надо проводить формировку. Я на своем канале все показываю, как мы формируем растения, как подкармливаем, чем подкармливаем, какие сорта выбираем, как выращиваем рассаду. Поэтому, кто не присоединился еще, предлагаю присоединиться, подписаться. Вот смотрите, вот такие кисти навязаны. Растение еще не думает подавать команду на покраснение. Почему? Потому что оно еще чувствует, что оно может укрупнить эти плоды. И оно может догнать их до их сортового действительно размера, а они чуть-чуть должны быть еще покрупнее. Но когда поступит от растения команда на укрупнение вот этого всего количества,
Вот тогда мы с вами, я думаю, придем и посмотрим, как это выглядит на самом деле, как это, насколько это красиво. Вот такие водопады сосулькообразных, да, вот я бы так, может быть, сказал, или перцеобразных плодов, как они будут выглядеть в покрасневшем. Красавцы. Просто необычные красавцы. Я не уверен, что мы будем карнабел выращивать в следующем году. Я не знаю их вкусовых качеств, мы их еще не пробовали. Но, увидев на картинке, я очень захотел их попробовать. Кто хочет попробовать, я на семена ссылку оставлю внизу в описании под этим видео. По урожайности очень неплохой гибрид, который вот сейчас на ваших глазах. Вот что, собственно, я и хотел показать. Видео больше такого сравнительно наглядного характера. Нет такой информации чисто прикладной, сколько подкормить, каким образом, по какому количеству, но и цели такой не было. Это именно наглядно показать, что, друзья, и еще раз немножко напомнить и стимулировать или, как сказать, надыхнуть, да, вас ухаживать получше и по своей времени за растениями поливать, как подкармливать, обрабатывать, ну и так далее. Все, что нужно делать с растениями. Все на канале, еще раз напомню, на своем я показываю. Возвращайтесь, если что-то непонятно, что-то подзабыли. За прошлые годы смотрите, потому что там кладезь, просто кладезь всего интересного, наглядного, что я показывал и как мы добиваемся таких результатов. На этом видео закончу. Всем высоких урожаев, хорошего настроения, конечно же, мирного неба над головой. До свидания.